Всем привет, я продолжаю играть в Morrowind. Мы находимся, в таком вот месте, в котором нам предстоит выполнять задание. Но нужно сказать две вещи перед началом. Первое, конечно же, имел место баг в прошлой серии, когда мы не смогли выполнить задание с докладом. Внимательный зритель в комментариях увидел, что Карниус никуда и не уходил, собственно говоря, стоял на своем месте. И я зря бегал по всей карте, его искал. И я, учитывая это, принял решение просто добавить запись в дневник, то есть через консоль, поскольку формально мы задание выполнили, место нашли, но из-за бага выполнить задание не смогли, поэтому я считаю, что это уместно. Второй момент, я это для себя узнал, я раньше был не в курсе. Изучил я это задание в редакторе и увидел, что место, вот это, где спавнится Карниус по заданию, оно соответствует подсказке. То есть я раньше этого не знал, я думал, что он спавнится рандомно в одном из 3 мест. И это так, но подсказка дается верная. То есть нам сказали восточное побережье возле там какой-то скалы, и так оно и было, собственно говоря. Если бы место было другое, то и подсказка была бы другая. Но это для тех, кто, может быть, не знал. Вот я, например, не знал. Также я думаю, что этот баг связан не с самим Morrowind'ом, то есть не с игрой как таковой, а именно с OpenMV. Потому что раньше, сколько я не играл, именно в обычную оригинальную игру, такого бага не встречал. Не знаю, может мне вот так повезло. Перезагружаться я не стал. То есть для теста я перезагружался, смотрел, но как бы результат один. Он не спавнится. То есть остается у себя в своей комнате. Вот. Также вне записи я зачаровал вещи на постоянный эффект, но не для себя, а для нашего наемника-лучника. Оба наемника стоят в Альдруне. Я думаю, что сейчас они нам не потребуются. Зачаровал я ему 2 кольца на ловкость и на меткость. Также я создал заклинание, вот такое вот. Призыв крупного трупа и ужаса клана. Ну, не знаю, шанс небольшой, но в помещении, если мы наденем покров горя, то вполне можем это заклинание использовать. Расход маны, правда, дичайший, смотрите, 113. Дальше что? На все это у меня ушло довольно много времени, сейчас у нас 7 часов, то есть буквально через 2 часа случится превращение, и задание нам дадут именно вот сюда. Поэтому я заранее сюда пришел. Давайте время промотаем и посмотрим. Пришло время служить твоему повелителю опять. Тотем был украден, пока гончие спали. И скалы этой ночью готовятся провести охоту на спиритического медведя. Охоться на охотников и убей зверя. Собственно, вот они, охотники. Можно было, конечно, это задание выполнить так же, как и прошлое, которое мы с вами делали днем, в дневной, так сказать, форме. Но проблема в том, что ребята эти днем не спавнятся. То есть первая тройка приходит, а последующие нет. Так, ну здесь вот сложность, блин. Сложность. Ну давайте грузимся. Место я неправильное выбрал. То есть нужно стать так, чтобы они меня не доставали, а я их мог доставать. Давайте еще раз попробуем. Я также в настройках изменил. Блин. Вот здесь может быть встать. Во. В настройках я изменил функцию, когда сила влияет на урон. Ну, просто чтобы хоть какой-то у меня был урон по ним. Также я подозреваю, что и последующие задания, особенно главное самое, нам придется выполнять именно в форме оборотня. Блин, не дотягиваюсь. Поэтому этот дополнительный урон нам не помешает.
Ну, здесь ребята спавнятся так же по трое, как и в могилах Скаалара. Задания эти во многом похожи. Единственная разница, что место открытое. И можно было бы с ними, конечно, побегать. Но вот там вот, если видите, домик стоит. Чувака этого, к которому нас отправляли за разъяснением по поводу Сталгрима. Не помню ее, как его зовут. И вот эти ребята спавнятся. Ой, не спавнятся, агрятся. Если тут начать бегать. Так, ну где вы? Они меня, то есть, не видят. Они агрятся, прибегают, короче, ничего хорошего. Плюс все берсеркеры, окружающие, также агрятся. Ну и получается, короче, суета, бесполезная беготня. Совершенно неинтересная. Чё же вы так мечетесь-то, а? Ну, они говорят, что я дерусь нечестно, но по-другому я не вижу тут, как можно сделать. Так, чтобы было зрелищно. Это не особо зрелищно, конечно, то, что мы делаем. Но и выбора большого тут нет. Ну, если считаете, что нужно было от них в честном бою, так сказать, побегать, ну, напишите, я, может быть, если будет такое еще задание, я так и сделаю. Если будет какое-то количество таких людей с таким мнением. Но для себя я, может быть, так и сделал бы, если бы играл не на запись. Странно как-то проходит урон. По доспехам, что ли, идет? Или по щиту? Звук удара есть, а урона нет. Да, скорее всего, это по броне идет. Мы видим, что опять ребята в рандомном шматье, в том числе легком. Очень странно для воинов. Да, это по щиту урон. То есть они, походу, похватали все, что было у них там. И прибежали. Но и это еще не все. Следующая партия. Ну давай. Он не может близко подойти из-за трупов, что ли? Конец драки. Я ухожу. Так вот по одному они спавнятся. Ну, видимо, по мере убийства. Не по таймеру. Ну это и хорошо, чем если бы они пришли сразу огромной толпой. Кому интересно, можете посчитать и написать в комментариях, сколько их тут будет. Я изначально не считал. Но подозреваю, что так же, как и в пещере этой Скаалара. Там, по-моему, было 13 штук. Драки. Я ухожу. Конец драки, конец драки. Конец драки. Я ухожу. Да не уходи ты, куда ты побежал? Так. Следующий. Ну и после этих охотников тут, скорее всего, нужно будет искать медведя. Какого-то священного. Все. Охотники отказались от поиска спиритического медведя, а вот мне нужно будет его искать. Где он тут может быть, этот медведь? Так, кто-то сагрился, явно не медведь. Но это вот берсеркеры, как я и говорил, тут со всей округи сейчас понабегут. А, вон медведь, смотрите. За кустом жопка его торчит. А где? Ага, вот я вижу одного берсеркера, вон еще один. И медведь сагрился тоже. Медведь жирненький, смотрите. А берсеркер еще и лечится, гад. Так. Все, медведь готов. К сожалению, облутать мы его не сможем. Здесь сагрился еще один берсерк. Вот таким вот образом. Давайте остаток ночи проведем в пещере. Вот в этой, Грон. А мы здесь, кстати, и не были.
Мы здесь не были. Давайте сохранимся. Задание мы выполнили, в общем-то. И зачистим эту пещеру. Попробуем, во всяком случае. Но здесь берсерки. Вполне возможно, что мы справимся с ними. Я даже уверен в этом. Какая-то клеймора торчит во льду. Здесь опять лабиринт. Видимо. Довольно пустая пещера. Так, ну почему-то не все берсеркеры агрятся. Ну, то есть агрятся все, но не все вступают в бой. Это странно. Ой, это что такое? Какой-то маг? Что это она? И жирная, смотрите. Какая-то мамаша берсеркеров. Впервые вижу такую. Ну что, я предлагаю здесь просто промотать время. Блин. Не всех убил. Потом придется эту пещеру полностью зачистить. Так, вот, например, какой-то товарищ. Какими там руками? Все, надеюсь. Да, значит, нам нужно до 6 часов. Вот. Ну и сейчас наш путь лежит на Воронью скалу. Доложим Фалька о том, что мы якобы выполнили задание. И возьмем следующее. Так, сопротивление, сопротивление. Где мое сопротивление? Вот оно. Экипируемся, как всегда. Так, и кольцо Азуры, наверное, я возьму. Сохранимся. Хотя, наверное, зря кольцо Азуры. Потому что сейчас нам придется бежать в невидимости. Бежать придется пешком, потому что телепорты, именно через корабль, допустим, они отнимают неадекватное количество времени какое-то. Так, лутать берсерков самих смысла никакого нет. Секира ран. Ну, нам она не нужна. Хочу я посмотреть на эту мамашу, что она из себя представляет. Надеюсь, сейчас мы ее найдем. Так, это просто берсерк. Кажется, здесь она была. Да. Шлем медвежьего вида. Средняя броня. При использовании, ну, кстати, такой неплохой шлем. Ну, для своего класса. Возьмем. Ящик с медом, действительно с медом. Мне интересно. Идем на выход. Да, вот по прыжкам, конечно, оборотня я буду, наверное, скучать, когда мы вылечимся. Так, выходим на равнины и сразу же меняем кольцо на кольцо с невидимостью. И бежим. Тут недалеко. Бежим на Воронью скалу. Следующее задание, на самом деле, именно вот за торговую компанию, довольно сложное. Насколько я помню, ну, это или следующее, оно будет связано с сприганами. То есть нужно будет убивать 4 сприганов. И они, в общем, довольно сильные. Но мы сейчас попробуем. Если у меня не получится самостоятельно, то есть за счет призванных ребят, то нужно будет возвращаться за наемниками. Вот мы прибыли. Первым делом сохраняемся. Докладываем Фалька, что мы доставили доклад. Он рад, дает 1000 монет. И сразу берем следующее задание. Да, смотрите, со сприганами.
Теперь, когда с докладом мы разобрались, можно переходить к другим вопросам. Возможно, ты заметил недавнее повышение активности сприганов в этом районе. Я не совсем понимаю, что происходит, но они, похоже, перебираются к роще в восточной части колонии. К сожалению, планы будущего расширения требуют, чтобы мы вырубили эти деревья. Они, похоже, приходят волнами. Я думаю, сейчас там находится по крайней мере один из них, и, вероятно, скоро появится еще. Когда ты решишь, что изгнал их, найди у Нелла Лорана, скорее всего, он находится в баре. Так, сприганы сразу же агрятся. Давайте-ка мы призываем Алчища, призываем Дримору. И смотрим, как тут будут дела обстоять. Но пока вполне успешно. Первая стадия повержена. А вот они собираются. А во второй стадии, походу, иммунитет к параличу. Что-то мне подсказывает. Так, Алчущий отъехал. Да, во второй стадии иммунитет к параличу. Это плохо. Это значит, что Алчущий нам не поможет. На второй стадии. Вот он и отъехал уже. И они, походу, по нарастающей. Ой. По нарастающей усложняются. Их уже 4, смотрите. Дримор отъехал. Знаете, давайте-ка я спрячусь. Вот сюда. И будем призывать, видимо, Святошу и Дримору. Ха! Но 4 спригана это жестко, смотрите, и Дримора, и Святоша отъезжают махом. Что же делать, как же быть? Очевидно, что призывом здесь я не обойдусь. Давайте попробуем нанести урон с наших колец. У меня есть куча всяких колец, которых я понабрал. Но холоду, скорее всего, иммунитет у них. А вот шаровых молний можно попробовать. Они бегают. Можно попробовать от них побегать просто. Собрать их в кучу, поскольку кольцо на урон по площади. Правда, урон слабенький. Очень слабенький урон. Хотя бы они его не игнорируют. Но так мы будем бегать, конечно, до посинения, и зарядов в кольце явно не хватит. Так, почему я не могу запрыгнуть? О. Так. Что же делать? Давайте попробуем все-таки попризывать кого-нибудь. Кого-нибудь мощного. У нас из мощных только Святоша, но Святоша не живет ни хрена. Нужно кого-нибудь магического. Например, вот Инева, не Инева, а где он? Грозовый Атронах. Шанс, конечно, 50 на 50. Да, вот так вот. Но к электричеству у них вроде бы нет иммунитета. Да, он и по мне дамажит тоже. И не живет ни хрена. То есть один каст и все. Есть у меня, конечно, одна идейка безумная. Но надо ее попробовать. Надо ее попробовать сейчас. Если здесь продаются стрелы, если они здесь продаются, да, они продаются, причем серебряные. Давайте их закупим. Сильно торговаться не будем, давай по 150. Отклонено, в смысле? А за сколько ты хочешь? За 180 давай. А, ну да, я же торговлю-то не повысил. Значит, это 100 стрел мы купили. 100 стрел мало, давайте хотя бы 300. К счастью, они у него возобновляются. Что-то даже как-то не сомневался в этом.
Хотя это был вообще не факт. Стеклянная стрела 1.6, а здесь 1.3. Ну давайте стеклянные тоже. И по 150 давай. Не жмоться. Отлично. А вот стеклянные-то, кстати, у него и заканчиваются. Ну ладно. Давай по соточке. Ну давай по 110. Вот гад. 140. Я вашу, в общем-то, колонию тут защищаю. Торговля повысилась, это хорошо. Так. Бежим обратно. Подальше от людей. Но, к счастью, они на жителей тут не агрятся, на мирных. Вот. Ну и что мы делаем? Конечно же, мы призываем лук. У меня вроде бы было такое заклинание, я же зачаровывал как-то. Да, призыв длинного лука на 60 секунд. И пробуем. Да, это же надо еще попадать. Ну, смотрите, неплохой урон. Весьма неплохой. То есть, лучше, чем от всех этих атронахов, призванных дейдротов. Дримор, точнее. Они, конечно, тут возрождаются. Но смотрите, неплохо. Я стал лучником, наконец-то. Кем я только не был в этом прохождении, друзья. И вором, и магом немножко. А теперь вот стал лучником. Вообще нормально. Такими темпами я и с оборотнями мог бы на самом деле сражаться. Но если вдруг получится так, что мы в дневной форме попадем куда-нибудь. О, кончился лук. Это что, получается, мне теперь стрелы с собой таскать, что ли? Блин. Вот бы еще не бегали, они как-то встали кучнее. Было бы, конечно, классно. И, видимо, мне придется отобрать у органянина кольца, которые я зачаровал, и носить их с собой на вот такой случай. И жаль, стрелы не зачарованные. С зачарованными стрелами было бы, конечно, веселее гораздо. Такой немножко рандом в нанесении урона. Я надеюсь, у них нет регенерации какой-то лютой. Что пока они бегают, отхиливаются. Но вроде бы нет. Вроде бы нет такого. Отлично. А это вот, походу, смотрите, они меняются размером. Не меняются, отличаются размером. Вот эти вот их итерации, как бы, да, стадии, они разный размер имеют. Вот это, походу, последняя. Самая жесткая, видимо. Да, призванные наши ребята тут, конечно, не котируются уже никак. И наемники наши, я думаю, что если святошу выносят буквально с 2 тычков, то наемники здесь бы полегли скорее всего. Я бы, знаете, как сделал, если бы вот прям край нужно было тащить наемника? Я бы взял лучника, поставил бы на крышу, или вот на такой козырек, под перегрузом, чтобы он не мог бегать. Это из арка, кстати, тема. Там была похожая тактика. Так, да что вот лук тоже, получается, нужно иметь на постоянный эффект. Смотрите, какой неслабый урон. Это при том, что меткость у меня не так, чтобы сильно прокачана была. Все, смотрите, это была последняя стадия, то есть 2 мы уже ушатали. 3 даже ушатали, осталась где-то 1 еще. Вот она. Я даже думаю, что мы могли бы побегать от нее. Или может даже, знаете, призвать
Да, мы можем призвать кого-нибудь. Так. Значится, что у нас тут? Святошу, наверное, не будем призывать. Наденем обратно амулет некроманта. Призывать мы будем Дримору. Она осталась одна. Я думаю, что Дримора вполне справится. Ну да, у нее иммунитет, видите, к параличу, поэтому алчущий здесь бесполезен совершенно. Последнее. Да, дневник дополнен. Все сприганы были уничтожены. Отзываем алчущего. Лутать я их не буду пока что. Посмотрим, что скажет Фалька. Это была эпичная битва, хочу сказать. С Унелом. С Унелом. Какое дурацкое имя. Вот этот. Точно. Пусть наше знакомство будет. Даже хотя сприганов больше нет, мы все равно не можем вырубить эту рощу. Почему? Это какое-то магическое бешенство, как мне кажется. Но, как бы то ни было, мы не можем начать строительство, пока эти деревья находятся здесь. Возможно, если бы мы могли добраться до их корней, но это нужно делать из-под земли. Они должны быть глубоко под землей, слишком глубоко, чтобы мы могли докопаться до них. И, вероятно, они также такие же крепкие, как и сами эти деревья. Так что те, кто на них наткнулся, сразу узнают их. Я бы поспрашивал рабочих в шахте. Но сам он идти туда не хочет, понятно. Снова бежим в шахту. Сприганов можно лутануть уже теперь, я думаю. Хотя нет, давайте не будем торопиться до окончания задания, а то, знаете, какой-нибудь опять баг тут случится. Поспрашивать рабочих. Сначала надо их найти. Наверное, здесь нам пригодится... Хотя у меня и так кошачий глаз. Так, где все? Где все лодыри? Вот первый лодырь. Что скажешь насчет корней? Корни? У нас с ними очень большая проблема. Ими заблокирован целый проход в шахте. И мы никак не можем прорубиться через них. Было решено, что это не стоит наших усилий, и мы отказались от этой затеи. Ты можешь посмотреть на это место сам. Это в самом низу северного прохода. Работа не волк, в лес не убежит. Серьезно? Работник месяца просто. Я, в общем-то, занимаю какую-никакую должность в этой компании, и вообще при мне не стоило, наверное, такого говорить. Так, по-моему, вот открылся проход вот этот, раньше его вроде бы не было. Так, какая-то дверь. Заброшенный ствол. А вот они и корни, собственно говоря. И какой-то проход вниз. Что нам пишут? Я проверил проход и нашел корни. Я должен рассказать об этом Унелу. Ну, то есть просто пробежался, грубо говоря. Ничего особенного там не нашел. Я и на слово поверил им, что там корни. Не обязательно было туда бегать. Но отправляемся обратно к лодырю Унелу. Одни лодыри в шахте стоит, работа не волк. Унел этот, говорит, в шахту не пойду, там слишком темно. Да. Всех уволить. Причем оба Данмера, заметьте. Это не то, чтобы я придирался. О, это как? Это Дримора. Это наш Дримора, стоп, не туда. Это пропал наш Дримора. Я уже испугался, что сприганы пропали, и мы будем опять бороться с багом. Так, насчет корней. Похоже, это именно то, что я искал. Ты не мог бы отвести меня туда, чтобы я взглянул на них? В смысле, блин, ты какой наглый, а? То есть моего слова недостаточно. Отвести его. Бегаешь ты медленно. Тренируйся чаще.
Давайте-ка сохранимся на всякий случай. Мало ли что тут сейчас кто-нибудь нападет на нас. Но вроде бы я не помню ничего такого с нападением. Но чем черт не шутит. Ну, бежит не очень резво, но нормально. Наши наемники медленнее бегают. Ты-то что скажешь? С удовольствием. Прошу вас, продолжайте. Я весь внимание. Ну вот видно сразу добросовестный работник. А то работа не волк. На удивление имперец. Так. Вот они, корни. Да, похоже, это именно то самое место. Эти корни, вероятно, простираются до самых этих мерзких деревьев на поверхности. Ну, если это правильное место, тогда, возможно, я смогу что-нибудь сделать. И если эти корни всасывают воду из этого озерка, мы можем попытаться отравить воду. Гринписа на тебя нет, чтобы ослабить их. И когда они будут ослаблены, эти деревья будет легко свалить. Но мне нужно несколько лепестков горьколистника. Ты не мог бы принести их мне? Мне нужно, по крайней мере, 5 лепестков. Я сомневаюсь, что ты найдешь их на Солсхейме. Возможно, ты мог бы добраться до более цивилизованных мест. 5, значит, горьколистника. Блин. Давайте сохранимся и попробуем телепортироваться вмешательством. Было бы идеально, если бы не нужно было включать телепорт, ну вот, через Силстрайдера. Так, этот ничего не продает интересного. Горьколистника. Но здесь 5 нету. Кстати, у меня осталось довольно прилично стрел. Стеклянные я даже не использовал. Свиток отпирания. Блин, ну что, придется домой тащиться. Потратить время. Вальдрун. Было 12, а сейчас 4 часа. То есть 3-4 часа заняло просто перемещаться из Альдруна в Гнисис. Вернее, из Гнисиса в Альдрун. Так, стрелы, наверное, мне сейчас не понадобятся. Выложим их сюда. А вот кольца я у тебя заберу. Дружочек. Стрелы давайте возьмем у него зачарованные. Вот таким вот образом, если что, они могут мне понадобиться. Да и рубашку вот эту тоже я, пожалуй, у него пока что заберу. Бежим быстренько, потому что время-то поджимает. Так, подожди, куда я побежал? Вот же у меня. Вот же, горьколистник. Вредозобник. В смысле, а у меня нет, что ли, их? Лепестки, они, наверное, на L. КККЛМ. Л. Да, вот они есть, 5 штук. Забираем. Так, ну и телепортироваться придется через возврат и потом бежать пешком, потому что иначе мы просто тупо не успеем. Так, применяем невидимость. Сейчас еще в этих кольцах не запутаться бы. Время у нас 4 часа, но пешком мы успеем. А если бы я отправлялся через транспорт общественный, да, скажем так. Ой-ой-ой, бах. То это заняло бы гораздо больше времени, и я бы просто за сегодняшний день не успел. Пришлось бы где-то пережидать ночь. А я напомню, нас ждут в замке Карстага. Ради прикола можно попробовать сходить туда в форме оборотня. Наверное, я так и сделаю. Хотя зарекался, да? Но благо сейчас у меня урон повышен. Кстати, было бы еще интересно призвать этого волка. Нам же дали
Сейчас посмотрим, где он. Вот. Нет. Костянова. Призыв. Кинжал. А где он? Вызов духа предков, алчущего Дейдрота. Или это здесь? Нет, здесь тоже нет. Интересно. Щит, ботинки, это было у нас. Разъярить. Короче, обманул, походу, меня Герцин. Должен был дать мне заклинание призыва волка. То ли я не разглядел. И нужно внимательнее посмотреть, то ли чё. Но... вот такие дела. Ну вот мы добежали довольно быстро. Практически уже на месте. Так, а нужно что сделать? Принес ему, то есть опять нужно лезть в шахту. Но благо дорогу мы уже знаем. Для таких вот персонажей, как наш, которые уже раскачали акробатику, здесь должны быть более просторные, конечно, коридоры и помещения. А уж для оборотня так здесь вообще тесно. Хоть он и мельче размером. Это, кстати, заметно, когда вот превращаешься, смотришь другим персонажам в пупок. Примерно вот так. Мы привет. То есть я стою ниже. Если я вот стою с ним вровень, то я смотрю ему в лицо. А оборотень он где-то вот так смотрит. Так, ну что, про корни. Отлично, я возьму их у тебя и посмотрю, что можно сделать. Больше мне от тебя пока ничего не нужно. Почему бы тебе не дать знать боссу, что эта проблема решена? Беготня. Беготня и затягивание геймплея, друзья. Я говорил и повторю. Отвратительное, конечно, решение геймдизайнерское. Длинные коридоры, беготня туда-сюда. Не знаю. Мне кажется, делали его... Есть русское слово, которое хочется употребить здесь, но, пожалуй, я не буду. Будем сохранять приличие. Давайте доложим Фалька. Так, Униел разобрался с этим. Какой Униел молодец, а я просто так погулять вышел. Рад слышать, говорит. Возможно, теперь, когда этих деревьев больше нет, сприганы не будут так настойчиво лезть туда. Лезть туда. Отличная работа, Лакмус. Ты только все же приглядывай за ними в будущем. За кем? За Унелом вашим, лодырем? Или за тем, который работа не волк? Ну, 2000 монет. Это 2000 монет. Давайте лутанем с приганов, все-таки, раз уж задание завершено. Можно даже убрать их тела, чтобы они тут не портили вид. Ну, кстати, стрелу поймал. Хотя я мод вроде бы не ставил, который на подбор стрел. Не помню уже, честно говоря. Так, а что я не могу? Я не могу его залутать. По какой-то странной причине. Не открывается инвентарь. То есть 3 я смог убрать, а вот этого... ну, не открывается. Ну что, наверное, на этом я буду закруглять эту серию. Тем более, что и время уже к закату, 6 часов. Скоро уже будет превращение. И, наверное, мы пойдем уже в следующем эпизоде в замок вот этот, по заданию Герцина. А на сегодня это все. Спасибо за внимание и до новых встреч.